Всем привет, с вами Сюзанна, и сегодня у нас будет достаточно интересный челлендж, в котором мы попробуем раскрасить вот этот рисунок. Ни для кого не секрет то, что данный персонаж полностью розовый, но сегодня он, скорее всего, будет каким-то другим, но тоже с использованием одного цвета. А какого именно, мы сейчас узнаем с помощью вот таких вот бумажек. Значит, смотрите, у нас есть сиреневый, салатовый, черный, голубой, синий, зеленый, желтый, розовый, фиолетовый, коричневый, оранжевый и красный. Довольно большой выбор. Теперь берем каждую из наших бумажечек и сворачиваем вот в такую вот маленькую штуку. Таким образом делаем с каждой. Теперь берем любую емкость, у меня картонный стаканчик, складываем их все туда, вот, перемешиваем и совершенно рандомным образом выбираем одну бумажку. Так, и смотрим, у нас попался сиреневый цвет, ну неплохо. Для стопроцентной точности я загуглила, и вот так у нас выглядит сиреневый оттенок. Немного порывшись в своих материалов, я нашла разные оттенки сиреневых маркеров и, конечно же, карандаши. Но не знаю, в жизни они вроде бы все сиреневые, хотя камера передает слегка фиолетовое. Хотя каждый оттенок я сверяла с тем, что дано в интернете. В принципе, давайте, сделаем сводчи. Это, во-первых, будет легче потом уже адаптироваться, искать какие-то нужные оттенки сразу же для быстрого покраса рисунка. Вот, и не смотреть это все в моей большой палитре общих маркеров. Сразу же и оттеночки давайте рядом напишем. Но прежде чем мы начнем, хочу сказать вам, что в моем инстаграме стартовал новенький конкурс, призы которого вы сейчас видите на своем экране. Если вы хотите принять участие, то обязательно напишите под этим видео в комментариях, что вы участвуете, и также можете оставить несколько любых комментариев и под другими моими прошлыми видео. Также обязательно загляните в описание, где вы найдете ссылочку на конкурсный пост с остальными правилами. Всем заранее спасибо за участие, ну а мы продолжаем. Сначала сделаем базу для рисунка полностью только из маркеров, а потом уже будем использовать и карандаши. Потому что я не очень советую их смешивать, особенно если вы сначала пользуетесь карандашами, а потом поверх добавляете маркеры, так маркеры могут быстро испортиться. Поэтому, ребят, давайте по максимуму выжмем все цвета, вообще все возможные сочетания цветов из этого скудненького набора сиреневых оттенков, но все же я постараюсь сделать так, чтобы использовать все, сколько здесь, 3, 6, 7, 8, 8 у нас есть цветов маркеров. И постараюсь использовать все. О, кстати, я думаю, вы заметили, что у меня здесь 2,77 оттенка, но я их взяла не потому, что они прям максимально одинаковые, нет, они немножечко отличаются. Вот, они у меня были из разных наборов одной и той же фирмы, но все равно оттенки у них слегка разные. Так что я решила в итоге взять оба, не помешает. Кстати, напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам вообще такой формат видео, нравятся ли вам подобные челленджи, либо же нет. Потому что я вполне могу снять еще несколько таких видосов и посмотрим, какие же цвета нам попадутся и каких персонажей ими мы будем раскрашивать. Так как не совсем привычно воспринимать вот этих вот персонажей в совершенно другом цвете. Хотя, знаете, в данном случае мне кажется, что ей даже идет, симпатичненько смотрится. Кстати, поделюсь небольшими переживаниями. Я, когда писала все эти цвета, думала, писать мне черный или же нет. Но потом такая, ладно, если попадется черный, то в принципе можно брать, и серые все такие вот оттеночки, темные, в принципе, светлые, вот. Но я не знаю, как бы она смотрелась, потому что, во-первых, у нас лайн черный, и если делать какие-то черные вот участки на ее теле, то, я не знаю, бы странно бы слилось. А может быть, смотрелось бы красиво. Вот опять же такой вопрос. Что бы было? Еще меня слегка пугал желтый цвет, потому что желтых оттенков очень мало. Типа есть светло-желтый и темно-желтый, но они не сильно отличаются, и все. Я не знаю, я бы, наверное, нарыла 3 оттенка, потому что оранжевый брать нельзя, оранжевый это другой цвет.
И я так была рада, когда попался именно сиреневый, не фиолетовый. Мне кажется, с фиолетовым смотрелось бы, ну, не так красиво. Хотя, может быть, красиво, не знаю. Но сиреневый мне нравится. Вот, ребята, как вы думаете, какой цвет из всех мною перечисленных в самом начале этого видео подошел бы ей больше всего? Ну давайте, кроме розового, потому что розовый ей подходит прям очень сильно. Лично я вот думаю, какой-нибудь зеленый или вот этот фиолетовый. Такие нежные цвета и одновременно яркие. Ну а вы свой ответ напишите ниже в комментариях. Буду очень рада, если вы им поделитесь. Так, ну а тем временем, пока я здесь с вами разболталась, мы уже давно приступили к покрасу, точнее, добавлению в рисунок карандашей. Ну, я не знаю, особо сильно эту ситуацию не исправила, но все-таки где-то я могу ими подтенить, где-то там заштриховать, сделать или светлее, или темнее, не знаю. Мы, скорее всего, еще будем использовать белый карандаш и белую гелевую ручку, но это будет немножечко позже. И я со всех сил стараюсь что-нибудь добавить, чтобы хоть как-то сделать этот рисунок лучше, объемнее. Но я не знаю насчет того, что красочный, он и так очень красочный, супер яркий из-за маркеров. Но все-таки карандаши слегка делают его, ну, я не знаю, лучше, наверное, да? Хотя, если бы можно было брать и другие оттенки, я бы здесь использовала еще и розовый тот же, там черный. Вот черный, когда делаешь тени, вот это прям моя любовь. Мне очень нравится. Либо же там темно-синий, ну какой-то прям знатно темный цвет. Ну а здесь я не могу этого использовать, поэтому темные оттенки, они как бы и не становятся темнее. Но все равно смотрится, я думаю, миленько. Вот прям прикольно, ей подходит. Короче, все, больше нет моего терпения, я использовала их как только смогла, где только можно, вроде бы брала точнее все цвета, поэтому да, вот на такой вот ноте мы заканчиваем и приступаем, как я уже говорила, к белой ручке и белому карандашу. Я взяла акварельный белый карандаш, потому что он лучше всего отдает вот этот свой белый пигмент. Ну или точнее выразиться, он как-то получше наносится на бумагу, такой более плотный слой делает. Естественно, из-за того, что он акварельный, я не буду его размывать здесь водой, потому что сразу же бумага у меня крякнется, маркеры тоже поплывут, поэтому вот так вот мы оставляем как есть. Он помогает, прям достаточно хорошо помогает высветлить некоторые участки, и рисунок действительно выглядит более объемным. Не обходится наше дело без белой гелевой ручки, она здесь понадобится нам в огромном количестве, да. Вот, сделаем достаточно много бликов, чтобы он стал еще круче. Хотя ладно, ну, многие не любят белую гелевую ручку, особенно прям в избытке использования, но мне кажется, здесь она нам очень даже помогает. Прям вот, мне нравится, очень нравится. Поэтому вот под конец я прям разошлась, особенно с ее слезами. Я их обвела полностью. Не знаю зачем, но обвела. Короче, да, вот на такой вот прекраснейшей ноте мы с вами все и закончили. И, естественно, наша работа полностью готова. Давайте покажу вам немного поближе, чтобы вы смогли все тщательно рассмотреть. Правда, оттенки через камеру выглядят немножечко не такими из-за освещения, но все же плюс-минус похоже. О, еще посмотрите, какая смешная обратная сторона. Блин, ну реально она так странно выглядит. Так, все, ладно. Пожалуйста, напишите в комментариях, как вам вот такой вот результат с использованием только сиреневых оттенков. Понравилось вам, либо же нет. Ну а на этом было все. Всем огромное спасибо за просмотр. Не забудьте, конечно же, поучаствовать в моем новом конкурсе. Все ссылочки в описании и оставлю в закрепленном комментарии. Ну а мы с вами встретимся уже очень скоро в следующем видео. И всем пока-пока!